Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас по-прежнему 26 июля, среда. И перехожу ко второй теме моего второго видео на многочисленные просьбы зрителей. Осветим тему порочные связи Бернса и Нарышкина. Порочные – это с точки зрения ИПСО, которое распространяется на эту тему. В основе, значит, этой истории лежит статья, которая была опубликована в журнале Newsweek. И вот у меня даже спрашивают такой разговор: а что ж вы никак не комментируете эту статью, и вот как там Бернс слил Украину? Докладываю, господа, я был первым в русскоязычном пространстве, который опубликовал материал, вернее, сделал 2 видео на эту тему. Я сделал это практически чуть ли не на следующий же день после того, как вышла эта статья. И это видео 516 и 517, где я разжевал буквально до молекул эту статью, подробнейшим образом изложив, что там есть. И материал этот, надо сказать, в основе своей составлен на основании интервью с сотрудниками ЦРУ. Материал, который с очень положительной стороны рисует и ЦРУ, и Бернса. Материал, который не вызвал никаких кривотолков в Соединенных Штатах Америки, потому что даже среди республиканцев, я не говорю о самых отмороженных этой магии, даже среди республиканцев царит здесь полное единодушие в том, что политический курс Байдена в отношении войны, которая происходит в результате агрессии Российской Федерации против Украины, заслуживает, в общем-то, положительной оценки, если не поддержки. То есть высказываются критические замечания в отношении того, что там медленные поставки то того, то сего, атакам в последнее время. Затем говорят, надо F-16, самолеты вообще побыстрее поставлять. Я с этим абсолютно согласен. Это тоже единственное, что меня, кстати, объединяет с республиканцами. Меня бесит действительно эта чрезмерная осторожность, медлительность, с которой решаются вопросы о поставке некоторых видов, наиболее таких, знаете, значимых видов вооружений в Украину. Что касается того, как это все организовано и политические рамки помощи, которые оказывают Соединенные Штаты в Украине, то к Байдену сложно придраться. Я повторяю, нету никакой критики в адрес Байдена, не говоря там о каких-то договорничках там и так далее. Если бы они все были, его бы уже давно бы здесь съели. Те же самые маговцы. Но нет ничего. Так вот, значит, опубликовал я эти 2 материала по поводу статьи. А самое главное в этой статье, поскольку там нету никакого слития Украины, сливания Украины, нет никакого договорничка, во всяком случае в Америке никто это не узрел, кроме полусумасшедших трампистов русскоязычных и тайных консерв Кремля в Соединенных Штатах Америки. Главное в этих статьях то, что руководящие на высших эшелонах власти в Украине просто кишмя кишат агенты российских спецслужб. И коррупция достигла невероятных размеров. И вот 517 видео на эту тему, у меня оно полностью все посвящено этому вопросу. Проходит несколько дней. То есть, я повторяю, в Соединенных Штатах никакого шума, никакой сенсации по этому поводу. Проходит несколько дней, и у меня нет никакого сомнения, что это полилось из ОПИ Ермака. Пошло ИПСО. Пошло ИПСО о том, что на основании этой же статьи, о том, что Бернс тайно слил Украину, Нарышкину, там, Путину. Почему именно Бернс? Потому что Бернс с января 22 года, когда уже накануне было агрессии, приезжал в Киев, где в деталях он объяснил все, кто, где, откуда будет нападать.
и выложил Зеленскому список из 35 имен высших должностных лиц Украины, которые были названы коррупционерами, шпионами. И Бернс не потребовал, а так предложил с точки зрения здравого смысла этих людей уволить, ну и подвергнуть расследованию их деятельности, и хорошо бы еще и наказать. То есть речь была такая: если вы хотите, чтобы мы вам помогли, в случае, если русские нападут, то надо бы очиститься. Ну и потом, наконец-то, когда вот пошли все эти разговоры по поводу того, что ОПА Ермака ворует миллиардами уже, но это известные кейсы, да, сколько раз о них уже говорили, 36 миллиардов гривен, тупо выведенные из иностранной помощи за несколько месяцев. Это в самый разгар агрессии, в самом начале, когда решалось, быть или не быть Украине как независимому государству. Затем другие шалости. ЦРУ слила информацию в свое время через Сеймура Херша о том, что опять-таки ОПА Ермака на махинациях с дизельным топливом с участием Российской Федерации сделала налево где-то около 400 миллионов долларов. Ну и украинские журналисты-расследователи посчитали, что золотые яйца Резникова вкупе с не менее золотыми яблоками и некоторыми другими овощами, фруктами обошлись опять около 400 миллиардов долларов. То есть это примерно 2 эскадрильи F-18 все вкупе. Все они в офшорах попрятали. Ну вот, то есть Бернс еще и это предъявил. И люди испугались. То есть они наворовали все эти миллиарды. Но теперь возникает ситуация, что с ними делать? Получается, если Украина выигрывает эту войну, ну тогда, значит, Соединенные Штаты, союзники, НАТО, все, так сказать, транспарентно. Где, как легализовать в этих условиях почти 2 миллиарда долларов, а может значительно наверняка больше, потому что это же всего-навсего верхушка айсберга. И по всем расчетам получалось так, что единственный шанс, значит, этой группе коррупционеров, клептократов и мародеров дотянуться и использовать этот миллиард, это в случае, если эта война закончится на условиях Путина, и если Путин будет понимать, что они этому содействовали. Ну, то есть люди пришли в состояние глубокой паники, как я понимаю, и в состоянии вот этого безумия панического они запустили ИПСО против Бернса. Решили, значит, оклеветать Бернса в том, что якобы он совершил это, значит, слил Украину россиянам, Нарышкину и Путину. Запуск этого ИПСО вообще было решением безумным совершенно. Но представьте себе, вот у вас бизнес, и вы критически зависите от одного единственного поставщика, он монополист. Больше нигде нету такого товара, который вам нужен, который он поставляет. И вот он вам поставляет. От него зависит, быть или не быть вашему бизнесу, а бизнес идет нормально. И вот вы можете себе представить, что в этих условиях вы начнете распускать про него какие-то гнусные слухи, обвинять его в каких-то нехороших вещах, причем так публично. Я бы не стал. Даже если бы я его очень не любил, этого поставщика. Но это нерационально просто. Просто это значит сидеть на суку и пилить его под собой. То есть я это могу объяснить только смертельным безумием и паникой. Второе. Ну, ребята, все-таки надо берега как-то так чувствовать, видеть их. Согласно президентскому указу Джо Байдена, после февраля 2022 года, с началом агрессии, ЦРУ было назначено головным агентством в Соединенных Штатах в осуществлении помощи Украине. А Бернс был назначен главным человеком, который объединял функцию и дипломата, и разведчика. Это уникальная должность. Его на днях за выдающиеся успехи в этой области Байден сделал членом кабинета, своего кабинета. И ЦРУ
ни Госдепартамент, ни Пентагон играла и продолжает играть главную роль в оказании предоставления помощи. ЦРУ создала, все американцы создали 2 сети для поставки техники в Украину. Одна из них легальная, которая менее важна, чем другая. Вторая нелегальная. Это вот вторую полностью под ЦРУ. Кроме того, всю разведывательную функцию в отношении, значит, того, что происходит в Украине, в войне, оказывает она вся под ЦРУ. И вся информация для ВСУ, которая поступает туда, которая критически важна на поле боя, во время сражений, для артиллерии, для танков, для просто маневров и так далее. Все это под крышей, под общим контролем Центрального разведывательного управления. Для этой цели они целую базу, то есть превратили всю Польшу в хаб, где они ведут эту деятельность. Помимо этого, они занимаются еще разведывательной деятельностью, контрразведывательной. Ну, а то, какой информацией они обладали накануне российской агрессии, там, всех в изумление, да, привело это все. Можете представить, какую информацию они обладают в отношении высших должностных лиц Украины, если они про Путина много знают. И в этой ситуации поднимать хвост и начинать распространять катить бочку на Бернса и на ЦРУ, понимаете, надо быть или круглым идиотом, то есть каким-то таким неудавшимся, что ли, бывшим ларечником, крышевателем пивных ларьков, или надо полностью сойти с ума, или нужно просто быть злостным вредителем, которому дали указания, и ты не можешь его не выполнить по каким-то соображениям. Короче говоря, вскоре, то есть через несколько дней, как я опубликовал, поползла волна о том, что Бернс слил. Ну, давайте теперь я вам сейчас прокомментирую это все, потому что я подозреваю, что многие из тех, которые с такой иронией, даже вызовом мне писали, типа, что ж вы боитесь прокомментировать это сливание. То есть, повторяю, если вы хотите полностью в деталях, разжеванный до молекул анализ моей этой статьи прочитать, то есть посмотреть, это видео 516-517. На этот раз я буду краток. Итак, в ноябре 2021 года, за 3 месяца до вторжения, Байден направил Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о последствиях любого нападения. То есть он туда поехал не сливать, он туда поехал предупредить, попытаться остановить. Если нет, то достичь какого-либо другого благоприятного для Соединенных Штатов и Украины результатов. Теперь вот очень распространено, я смотрю вот в русскоязычной аудитории, да и украиноязычной то же самое, такое понятие «договорничок». То есть вот там договорились, тут договорничок, там договорничок. У меня вот вопрос. Если бы Соединенные Штаты хотели... Вот, кстати, я вот эту мутату насчет договорничка слышу с июля 2020, по-моему, года, когда Байден встретился с Путиным. О том, что сливает Украину. И вот продолжает сливать уже на 200 миллиардов долларов сливание. Да что же это за сливание такое? Давайте так, прикинем. Вот захотели Соединенные Штаты слить Украину. Ну, не надо Бернсу было ехать. Но сейчас мы посмотрим, в каких условиях проходило этот его визит, чтобы понять, а надо было сливать ему, если бы он захотел, Байден с Бернсом или нет. Итак, Бернс летит в Москву, ноябрь 2021 года. Что происходит? Примерно 10 дней до того вышла газета «Вашингтон-Пост» с огромной первой статьей о том, что Россия готовит агрессию. Детальная статья, серьезная статья. До этого американцы передавали свои предупреждения по закрытым дипломатическим, военным каналам. Никак не работало. Они пошли на беспрецедентный шаг. Они начали орать через океан, через средства массовой информации к народу. Типа, люди, опомнитесь, на вас собирается напасть. Что происходит в Киеве? В первых числах ноября, я это знаю, сейчас скажу из своего собственного опыта, в первых числах ноября, несколько дней после выхода «Вашингтон-Пост», меня приглашают для участия в программе «Свобода слова». Там, в студии, помимо других уважаемых гостей, сидит новоиспеченный министр обороны Резников, а также начальник Генштаба Шептала. И меня спрашивают ведущие, как я оцениваю статью «Вашингтон-Пост». Я, кстати, размещу ссылку вот к этому описанию этого видео
на минимум 2 видеоматериала. Посмотрите, это очень полезно время от времени освежать память, потому что многие из нее стираются. А чем дальше, тем картина лучше понимается. Поэтому пересмотрите, они небольшие, недолгие, но они вам дадут более лучшую картину для понимания того, что произошло. Итак, я говорю, господа, это очень серьезное заявление. Надо слушать американцев и надо готовиться к отражению агрессии. Сидящий в студии новоиспеченный Минобороны Резников начинает юродствовать в том смысле, что у нас же есть несколько разведывательных служб. Все они говорят, что это фигня, нету никакой угрозы. Кстати, эту тему он говорил за 2 дня до вторжения, он продолжал петь эту же песню. А эта статья «Вашингтон-Пост» была написана для американских домохозяек, для того, чтобы они узнали, что есть такая страна Украина. Вот министр обороны. Затем выступает начальник генерального-штаба генерал Шептало, да, который тоже ссылается на все разведывательные службы Украины. Все они говорят, что все спокойно, все контролировано. Нет повода для беспокойства. Меня опять спрашивают, как я считаю. Я опять говорю, что надо готовиться. Это не шутка. И это не только Вашингтон-Пост. Целый ряд уважаемых изданий публикуют эту информацию. А это говорит уже о том, что это не какой-то слив. Это действительно серьезно. Что происходит дальше? Дальше, в том же ноябре, вице-президент Верещук с командой летит в Херсон, где налаживают работу КПВВ в районе Чонгара. Она объясняет, что мы теперь не видим, не рассматриваем вот это КПВВ как границу между государствами, чтобы с одной стороны одни граждане, одна сторона, другая. Это временная линия, поэтому нам надо облегчить, сделать более комфортным визиты, поездки туда-обратно. И вот она рассматривала, как облегчить эти поездки, то есть из Крыма в Украину. Совещание там было и так далее. Сказали, шаттлы запустим. Но для того, чтобы шаттлы запускать и делать более комфортный переезд на колесах из Крыма в Украину, наверное, надо было разминировать или начать разминирование соответствующих полей, которые там, по идее, были, как говорят, были действительно. И вот они с ноября, как американцы начали кричать, что нападение неизбежно, эти поля начали, наверное, исчезать в рамках, как сказала вице-премьер Верещук, в рамках создания комфортных условий перемещения через Чонгар. Но затем там еще дальше были выступления. Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене выступил, где он сказал, что не надо нас пугать вторжением, это не приносит нам пользы. Затем, еще позже, он сказал, что у нас тоже есть разведка, которая работает не хуже других. А они, кто они, американцы, наверное, правда, он их не назвал, они стремятся посеять панику среди нас, среди наших инвесторов. Арахамия по поводу многочисленных, американцы кричали уже каждую неделю, Арахамия – это откровенные фейки через CNN и другие средства массовой информации. И вот Бернс едет в Москву. Вообще, если цель была у Байдена договорничок, а зачем им вообще нужен договорничок? Слить Украину. А зачем ее сливать? Ее собственное правительство сливает. Оно не только не собирается готовиться к войне, к сопротивлению агрессора, оно не собирается даже что-то делать по этому поводу. Вот как показали последние месяцы, что происходило с временно оккупированной российской территорией. За 6 месяцев вот они создали несколько линий обороны. Вот также можно было с октября, с ноября месяца до февраля тоже окопать это все. Оно ушло все вот на вот эту всю болтовню. И зачем сливать Украину? Зачем Бернсу ехать, когда она уже слита? Понимаете? То есть это вся договорничок, он высосан из пальца, он не имеет смысла с точки зрения здравого смысла. Ну и помимо прочего, мы же знаем, что ЦРУ, оно продемонстрировала, что она обладала великолепными разведывательными возможностями в Кремле, если она сумела добыть
достаточно подробную информацию о военных планах Путина, которые в России там мало кто знал, даже его ближайшие помощники. Американцы думали. То есть в этих условиях наверняка они были в курсе дела регулярных телефонных разговоров между Ермаком и его кремлевским куратором Козаком, который там оттуда все время говорил: все нормально, это мы так пугаем Запад, разыгрываем. Ну, как Гитлер пугал Англию якобы концентрацией войск у границ Советского Союза. Так он Сталину это все объяснял. Но также Козак объяснял Ермаку. Ермак докладывал, не докладывал, а говорил это Зеленскому. И, получается, американцы наверняка знали, что Зеленский, то есть высшее руководство, Ермак, другие официальные лица Украины верят России, российским представителям больше, чем им. Ну и зачем сливать эту страну? Все уже, она готова упасть к ногам Российской Федерации. То есть сделать в этих условиях договорничок и заплатить потом за это 113 миллиардов долларов. Да если бы это так было, Байдена давно бы уже на части разорвали и 3 раза отправили уже в импичмент. Но ничего этого нет. Дальше встреча. Да, мне тут же могут сейчас возразить, а как же там обязательства надо было американцам договорничок, чтобы скрыть, что они не выполняют будапештские меморандумы. Призываю вот те, кто пишут все время по будапештскому меморандуму, прочитайте его текст. Там по поводу обязательств есть одна статья, всего одна, в которой говорится, что в случае, если Украине будет угрожать опасность, и она подвергнется нападению, подписанты обязуются созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения этого вопроса. Точка. Все. Ну, зачем опять сливание? Напали на Украину, Россия. Великобритания, Штатов созвали Совет Безопасности. Россия с Китаем право вето. Все. Не надо никакой договорничок. Не надо 113 миллиардов только на военную помощь, за которую придется отвечать, выкладывать. Ну так вот, перейдем к встрече. Вот что пишет Newsweek, какое там было достигнуто соглашение. Цитирую. Соединенные Штаты не будут, внимание, ключевое слово, напрямую воевать и добиваться смены режима в России. В свою очередь, Россия ограничит свое вторжение там, или операцию против Украины и будет действовать в соответствии с неустановленными, но хорошо понятными правилами проведения, внимания, секретных операций. То есть с точки зрения более эффективной защиты Украины, Бернс и Байден не могли сделать ничего больше, потому что Украина формально не является союзником. Это не хартия, устав Североатлантического союза, 5-й статьи нет, двустороннего соглашения, которое обязывало бы по закону Соединенных Штатов вступать, нет. Если бы Байден решил объявить, то есть помочь напрямую Украине в плане совершения агрессии, это значит напрямую вступить в столкновение, то есть в войну вступить с Россией. Для этого ему нужно было бы получить согласие Конгресса. Никакой Конгресс не дал бы ему никакого согласия. Да его тут же опять-таки импичмент бы против него устроили. Затем страны НАТО, они бы пришли бы в ужас, поэтому никакого консенсуса бы не было. Не было бы никакой группы поддержку, контактной группы по Украине в количестве 50 человек. Не было бы. Все это бы, то есть сказать Нарышкину, что мы будем напрямую помогать Украине, то есть лично, это было просто невозможно. Совершенно невозможно. Смена режима то же самое. Что значит смена режима? Это значит, опять Соединенные Штаты вступают на стороне Украины. В открытую. То есть в этом смысле больше ничего Бернс сделать не мог. Поэтому я же говорю, что никакой критики в адрес Бернса и Байдена по этому поводу даже среди самых оголтелых республиканцев нет. Она отсутствует. И не верьте тем, кто говорит вам что-либо другое. Но это не все. Не все. То есть тут он, видите, вроде невеликое достижение. То есть тут он не впутался в то, что ему не надо было впутываться и впутывать Байдена. Но буквально в следующем предложении, вот тут высокий класс. Обращаю внимание, то есть Россия ограничивает свое нападение рамками Украины. То есть ему, естественно, не надо было
не надо было, чтобы Россия нападала на НАТО. А вы помните, что с чего все началось? В ноябре, да, в ноябре 2021 года ультиматум МИДа Российской Федерации в отношении НАТО, не Украины, НАТО, типа уматывайте все, иначе мы там что-то сделаем. К 97 году уходите вон. Ну и Путин там грозился, когда объявлял, кстати, начало так называемой спецвоенной операции, что если там западные страны посмеют, то мы там такое совершим, что они пожалеют на всю оставшуюся жизнь. Так вот, значит, Бернс добился у них того, что, значит, заверение России, что это ограничится территорией Украины, с пониманием, что Америка может и будет помогать Украине, но не будет воевать напрямую с Российской Федерацией. И плюс самое главное, Россия будет ограничена правилами проведения секретных операций. То есть, что это будет не война, а секретная операция, которая, как здесь пишется, имеет свои красные линии. Я вам напомню, что тогда на столе перед Путиным лежало два плана. Я вам, кстати, об этом рассказывал. Один – Министерство обороны Российской Федерации, другой – план ФСБ. План Министерства обороны, он был составлен на основании доктрины советской и по наследству российской, которая звучит примерно так, что такого рода война, а это должна была быть полномасштабная война, Украина – большое государство, должна начинаться с массированного огневого шквала по всем стратегическим пунктам Украины, всем. Вот то, что они последние дни делают в Одессе, и даже хуже, вот с этого они должны были начать эту войну, только не в отношении одного города, а по всем, я повторяю, объектам. Вся система ПВО Украины должна была быть уничтожена, все стратегические пункты стерты с лица земли, они могли применять, у них есть в арсенале бомбы там до по 900 килограмм по тонне, и их могли бы пустить в ход, поразрушать мосты, ну а потом уже спокойно въезжать. Вот такой был этот кровавый, сумасшедший план. Ну, он был, конечно, стрёмный. Все-таки можно посылать Запад так, не надеясь, что он обратит на это внимание, но действительно такое устроить кровавую баню, она было где-то стрёмно. С другой стороны, у него был план ФСБ, где говорилось, нам немного надо, у нас там есть 5-я колонна, там все на мази. И действительно, все было на мази. Страна была подготовлена, дороги, вместо того, чтобы копать и возводить линии обороны против агрессора, значит, были построены дороги, если вы посмотрите на карты этих дорог, они были прямо, то есть построены с территории, контролируемые Россией, вглубь украинской территории, ну, чтобы легче танкам было идти. Вот там. В районе Чонгара были созданы условия для более комфортного передвижения, как выразилась, значит, вице-премьер Верещук по поводу этой операции на КПВВ. Ну вот, то есть и в ФСБ, видимо, сказали, ребята, то есть неплохо, мы все сделаем, и никто не успеет ахнуть, как через 3 дня мы будем в Киеве, там будет сидеть наш человек, кстати, Янукович, он же подал жалобу на незаконное лишение его должности. Жалоба должна была рассматриваться в Киевском апелляционном суде 3 марта. Все было на мази. И тут директор ЦРУ говорит, что давайте ограничивайте это, не надо война, ограничите операции. И Путин согласился. И вот тут-то Бернс их всех сделал, как котят. И это убило эту операцию, как мы знаем. То есть Путин просчитался, и мы это видим отчетливо. И подтолкнул его к этому Бернс. Мало того, значит, вот то, что сделал Путин, и то, что это закончилось неудачей, это вылилось в свару, жестокую свару, которая длится до сих пор. Треугольник там Путин, затем высший генералитет, с третьей стороны это спецслужбы, прежде всего ФСБ. И вся эта свара длится по сей день. И как бы так отрыжка этой свары был мятеж Пригожина. Это все вот там вот в той договоренности, когда Бернс сказал, давайте, мы своих солдат сюда не будем присылать,
Потому что он знал, что не дадут. Конгресс не даст это делать. То есть он пожертвовал, он пообещал сделать то, что он не мог сделать в любом случае. Но взамен этого вы сделаете спецоперацию. И вот эта спецоперация их и погубила. То есть, повторяю, это был, знаете, фильм был такой «Подвиг разведчика». Это блестящая интеллектуальная игра с точки зрения разведывательной возможности и мастерства. Он совершил почти подвиг, просто подвиг. Любая другая договоренность, ну, как человек ответственный, Бернс не мог ее сделать, потому что знал, что Байден его съест или уволит. И Байден ничего не мог больше пообещать Украине, потому что не дал бы ему это сделать Конгресс. Вместо этого, наоборот, у Байдена были бы одни неприятности. И не было у него союза, опять-таки, с 50, из числа 50 государств. И это в условиях, когда Украина формально не была союзником. То есть Байден не мог сказать Конгрессу, мы обязаны что-то ей больше дать в плане оказания ей защиты, потому что там, типа она союзник. Нет, она не союзник. Ну и, наконец, вот это все было предпринято и сделано в условиях, повторяю, когда со стороны украинской власти слышались не просто вежливые, не надо, спасибо, ну, благодарим за внимание, спасибо за совет, ну, как нормальные люди делают, а лились все более, я бы сказал, агрессивные реплики в сторону американцев. Да что вы лезете со своими предупреждениями, в конце концов? Ну, что вы нас пугаете? Или что вы и ПСО, как говорил этот Арахамия, все гоните? Да у нас своя разведка есть, у нас все мы видим и так далее. Потому что они слушали на Банковой Козака, который за 2 дня до агрессии позвонил Ермаку и сказал, все нормально, все хорошо, все обустроится. И там радость возникла, какие-то подвижки якобы. А в следующий раз Козак позвонил ему уже в день агрессии, 24-го, и сказал, сдавайтесь. Вот таким образом, господа, все это произошло. Таким образом, Бернс сделал Путина с Нарышкиным как котят. В результате РФ, ну не только из-за этого. То есть все это победили ВСУ, украинский народ, вопреки своей гражданской власти. Но Бернс этому поспособствовал, если там ничего не выдумывать. То есть, опять-таки, это почти подвиг разведчика, это чудеса. Дальше, значит, не следует вот эти контакты все, то есть нету никакого основания их описывать, как что-то происходило за спиной Украины. Вот в ноябре 2021 года там вообще Украина была ни при чем, потому что Украина говорила, нам все это не надо вообще, идите нафиг, и вообще молчите, нам ничего не говорите. Да он уже по своему собственному желанию полетел туда. Он ничем не был обязан, ни Байден, ни Нарышкин ничем не были обязаны Украине, ничем не связаны были Украина. А вот потом, когда началась война, и надо было уже, то есть когда увидели американцы, что ВСУ и народ, вопреки вот этой безответственной власти, сопротивляются и могут сопротивляться, надо было уже поставлять по полной помощь. Кстати, значит, он съездил в ноябре 2021 года, Бернс, в Киев, и тогда же, нет, не тогда же, а в декабре, через несколько недель буквально, Байден объявил 200 миллионов, выделил 200 миллионов экстренной помощи из закромов Пентагона, чтобы быстро это поставить, и поперли американские самолеты. То есть в то время, когда Арахамия и другие выдающиеся политические деятели на Банковой говорили, что нам все это не надо, и отстаньте со своим предупреждением, американские самолеты уже садились в Борисполе и разгружались. И британские тоже. Благодаря этим самолетам и тем грузам, которые находились там, Джевелин, Стингер, Энло, и была одержана победа вооруженными силами Украины в первой фазе российской агрессии. Ну, а дальше, когда уже пошла речь о массовых поставках более серьезного оружия, тогда, как здесь написано, в ходе тайной дипломатии, которой в основном руководила ЦРУ, Киев обязался не использовать оружие для нападения на Россию. Зеленский открыто заявил, что Украина не будет нападать на Россию. Вот вам и все. То есть, если это был договорничок, тогда это был договорничок между Байденом, Путиным и Зеленским. Что, конечно, нонсенс, быть этого не может,
Поэтому вся история насчет договорничка – это тоже нонсенс. А вот ОПА Ермака, она как раз работает сейчас над договорничком, и у них есть конкретная цель – дорваться, сделать так, чтобы после окончания этой войны у них был доступ к тем миллиардам, которые они сперли за прошедшие 1,5 года войны. Ну и еще раз Бернс встретился с Нарышкиным. Дело было уже в ноябре 22 года в Анкаре, где оба оказались там. В ходе, как говорится в этой статье, Бернс передал Нарышкину, через Нарышкина Путину, новое предупреждение по каналу обратной связи о том, что Соединенные Штаты не потерпят ядерных угроз или эскалации. Чувствуете, язык уже другой какой? Потому что Украина, вооруженные силы Украины уже воевали, туда полным ходом уже шла американская и другая натовская помощь, и позиция Соединенных Штатов была совсем другая. Жесткая и конкретная. Соединенные Штаты не потерпят. Вот так говорится об этом в этой статье, о которой, господа, многих из вас, видимо, ввели в заблуждение. Повторяю, главное в этой статье – это шпионаж, засилие шпионажа и распространение коррупции в высших эшелонах власти Украины, что и побудило, видимо, ОПА Ермака запустить ИПСО против ЦРУ, которая вот это все опубликовала. И вот что тут, кстати, о шпионаже. Почти все, чем США делятся с Украиной, также попадает российской разведке. Но это мы столько раз с вами обсуждали. Теперь это говорится от имени ЦРУ. Нам удалось выявить российских шпионов, внимание, в правительстве и вооруженных силах Украины, а также в различных других точках цепочки поставок вооружений. Коррупция. Поскольку через Восточную Европу начало поступать оружие на миллиарды, еще одним вопросом, над которым работает ЦРУ, стала задача борьбы с коррупцией, которая оказалась серьезной проблемой. Это включает в себя не только учет того, куда идет оружие, но борьбу с хищениями и откатами. А на основании этого, то есть проблем коррупции, проблем засилия российской агентуры, как здесь говорится, возникла большая проблема с недоверием между двумя правительствами. И я сколько времени потратил здесь, чтобы призвать, так сказать, ребята, ведите себя прилично, давайте, как говорил кот Леопольд, давайте жить дружно, потому что это единственный ваш самый главный союзник. Но все эти призывы закончились тем, что ребята загнали себя, бывшие ларечники и шоу-бизики, загнали себя в угол. И теперь, не придумав ничего лучшего, как вот туда выбраться, начали выдумывать разную фигню против директора Бернса и Центрального разведывательного управления. Причем они дошли до такой глупости, что начали какие-то, я бы сказал, уже неприличные вещи распространять о том, что типа Бернса связывают некие пикантные узы мужской дружбы там, с одним из россиян. Ребята, это просто безумие. Вы же понимаете, что Бернс – это человек, который был на виду всю свою жизнь официально здесь. В основном работал в Госдепартаменте, заслуженный человек, пользующийся всеобщим уважением, плюс он женат, и у него двое детей. И надо же понимать, что у ЦРУ у сбора гораздо больше возможностей, чем у ОПА Ермака для сбора информации по этому поводу. Поэтому это как бы было самоубийственно начинать эту тему в отношении директора крупнейшей разведывательной организации мира. Потому что если ЦРУ и МИ-6, как ближайший союзник, распространять ту информацию, которую они имеют, о прочных узах, более чем прочных, скажем так, узах мужской дружбы на Банковой, то я боюсь, что Украина вздрогнет, а за ней будет в шоке и весь мир. Поскольку вот эта информация, она раскроет глаза на многие процессы, которые сейчас многие люди просто не понимают. И тогда я очень подозреваю исход приближающихся выборов, которые вроде бы должны быть в Украине, парламент, а потом президентские, они могут пойти совсем в другом направлении. Опять-таки я считаю, что вот то, что
вот эта кампания ипсошная, которая исходит из кулуаров бывших крышевателей нелегальных пивных ларьков, она просто самоубийственная. Ну, бог с ними. То есть каждый человек, как говорил один из моих бывших шефов, каждый человек кузнец своего несчастья. Бог с ним. Но они вовлекают в это несчастье и всю страну. Но я думаю, что в конце концов все будет. А эти ребята, они, как я вам говорил, все как-то больше мне напоминают Мануэля Нориегу, диктатора Панамы, который тоже был в очень близких отношениях с американцами, считал, что Бога чуть ли не за бороду схватил, а закончилось тем, что высадили воздушно-десантную дивизию в Панаме американскую, выволокли его за руки, за ноги, и остаток дней он провел в американской тюрьме. Печальная судьба. Ну вот на этом позвольте закончить это видео, дорогие друзья. Надеюсь, я удовлетворил жажду познания в отношении так называемого договорничка и сливания Украины со стороны Бернса. Некоторых из моих читателей, которые наивно слушают ипсошников, распространяющих фейки из Опы Ермака. Поэтому, как всегда, дорогие друзья, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Для этого есть все основания. Только что поступила информация о том, что ВСУ начало наконец-то, крупномасштабное наступление. Подождем. Я боюсь его анонсировать. Давайте выждем несколько часов. Приятных вам сновидений. И до новых скорых встреч.